Некоторое время назад мы с вами говорили о главной проблеме американской администрации при Дональде Трампе, о ее фундаментальном непрофессионализме и некомпетентности. Мы говорили, что люди, которые находятся на дипломатических должностях и отвечают за вопросы войны и мира, не понимают, почему с собой на переговоры нужно возить своих переводчиков и стенографистов. В подтверждение этой нашей позиции вчера истек очередной ультиматум Дональда Трампа, который тот предъявил Путину, дав 50-дневный срок для окончания войны. И в результате ничего не произошло. Сегодня мы поговорим о людях, которые, в отличие от нынешнего правительства США, весьма компетентны, очень хорошо понимают в бюрократии и в формальном государственном управлении, но еще более инфантильны в представлениях о том, как мир на самом деле устроен. О людях, которые собрались вокруг Си Цзиньпиня и попытались показать, что мир теперь совершенно не похож на тот, который человечество строило последние десятилетия. Что он теперь бесконечно многополярен. Что теперь это мир, где каждый сам себе правило. Только перед тем, как начнем, напомню, мы регулярно обновляем способы по обходу блокировок в России и закрепляем все это по ссылке в описании. Недавно добавили обзор VPN-ов, цены на них и как они работают в России. Спонсор рубрики MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которыми вы можете тратить крипту, как обычные деньги. Ссылка на них в описании. Давайте сразу проясним. Кроме обсуждения продления жизни до 50 лет, мы понятия не имеем, о чем там все эти товарищи разговаривали и договаривались. Поэтому не будем строить гипотезы на пустом месте. Но с другой стороны, мы не станем делать вид, будто в происходящем есть хоть что-то хорошее. В то время как американское правительство демонстрирует полную дисфункциональность, на саммите ШОС формируется эдакий диктаторский интернационал. Нет ничего хорошего в том, что Путин, развязавший завоевательную войну, и Си Цзиньпинь, который вполне открыто имеет виды на Тайвань, о чем-то там между собой судачат. А сила, которая десятки лет была общемировым вотчдогом, в этот момент занимается черт знает чем. Разбирается, например, с венесуэльским диктатором Мадуро. Не хочется проводить мрачных параллелей, но однажды мы уже наблюдали встречу Путина и Си в стык к совместным российско-белорусским военным учениям. Это было в феврале 22 года и ничем хорошим не закончилось. Мы не пытаемся сейчас предсказать беду только на основании вот этого. Но политический союз агрессивных, больших и достаточно сильных автократий по определению нехорошая и потенциально опасная штука. Потенциально опасная хотя бы в той части, что Путин, который нарушил все правила послевоенного мироустройства, теперь считает, что избежал ответственности за устроенную им кровавую бойню. Владимир Путин в безумных и бессмысленных штурмах украинских деревень и сел убивает не менее 300 граждан России только в день. И при этом тусит с мировыми лидерами, которые принимают его как равного. Он не только не понес никакого наказания за то, что творит. Прямо сейчас мы наблюдаем, как он получает поощрение. Сложно представить себе что-то опасней. Персонаж, который творит кровавое безумие, в качестве последствий имеет не проблемы, нестабильность политической системы или экономический кризис или что угодно еще. Этому персонажу предлагают приятный бонус. С ним общаются сильные мира сего. Он вновь вовлечен в мировую политику. Сегодня с президентом Америки в Америке общается, завтра с председателем Китайской Народной Республики в Китае. Ну, в общем, вовлечен еще как. Мы привыкли к миру, где нельзя делать какие-то кровавые штуки. Нельзя развязывать завоевательные войны, потому что у таких действий есть последствия. А теперь оказывается, что так было можно. Оказывается, что за глобально разрушительные действия тебе ничего не будет. Нет, последствия, конечно, есть для России и россиян. Экономические, социальные. Они усиливаются и будут усиливаться дальше. Но персонально Путину-то от них ни тепло, ни холодно. И это действительно плохо, потому что отсутствие последствий ведет к эскалации. Если раньше мы наблюдали западных лидеров, которые хоть иногда и вяло, но задают стандарты и мешают чрезмерно безобразничать, то сейчас перед нами лидеры, которым в целом наплевать на те ценности, приобретенные человечеством в результате 2 мировых войн. Новая модная их политика – ценить право сильного и на него ориентироваться. Главный смысл нынешнего саммита ШОС прост. Официально на весь мир заявить, что значительная часть этого самого мира отныне никаких правил не соблюдает. Дословно говорилось, конечно, совершенно другие слова. Мол, Китай – надежная альтернатива ненадежным США и Трампу. Мол, Россия вовсе не в изоляции. Председатель Си
торжественно предложил построить на основе ШОС некую новую систему глобального управления. Типа хватит мыслить категориями холодной войны и собирать военные блоки. Давайте лучше выстроим мир, где центров силы будет несколько. Вот только концепция холодной войны, пусть и звучит как конструкция из 50-х, вообще-то порождена страшными войнами. Это идея, что крупнейшие державы могут в целом делать что угодно. Конкурировать друг с другом, устраивать локальные заварушки по всему глобусу, заниматься пропагандой. Но только не сталкиваться между собой напрямую. Мышление категориями холодной войны – это убежденность, что столкновение великих держав никогда не произойдет, ведь таковое столкновение уничтожит человечество как вид. Что если мы начнем двигать границы в угоду историческим обидам и сиюминутным политическим соображениям, то додвигаемся до полномасштабной катастрофы. Мы эту катастрофу уже переживали. Десятки миллионов в Европе положили и по итогам решили. Окей, гадости друг о друге говорим, но после 45-го года специальных усилий к взаимному уничтожению не прилагаем, границы не двигаем. Путин, понятное дело, песенку Си тут же подхватил. Сейчас поговорим об этом, но сначала важное некоммерческое объявление от «Медузы». Объявление для тех, кто живет за границей. «Медуза» сейчас нуждается в вашей помощи. 4 года назад издание уже было на грани исчезновения. Тогда его признали иностранным агентом. Все рекламные доходы исчезли, а журналисты стали врагами государства. Спасти «Медузу» вышло благодаря краудфандингу. Он заменил доходы от рекламы. Однако затем рухнул и он. «Медузу» признали нежелательной организацией. Жертвовать из России стало опасно. «Медуза» защищает своих читателей и поэтому сразу отключила пожертвования из России и не принимает их. Еще 2 года издание держалось на урезанных зарплатах и поддержке со стороны иностранцев и россиян, живущих за границей. «Медузу» также поддерживали международные организации, а сама редакция запустила собственное издательство, чтобы попытаться себя обеспечивать самостоятельно. Но в 2025 году, как вы знаете, обрушился USAID, а за ним вся глобальная инфраструктура поддержки независимых медиа и НКО. В итоге пострадала и «Медуза». Снова сократили зарплаты, уволили часть штата, ценных сотрудников, дважды перестроили редакцию. Но теперь у «Медузы» совсем закончились ресурсы, и без вашей помощи ей не протянуть. «Медуза» крайне ценное издание, независимое от российской власти и, что важно, бесплатное. Они выпускают срочные новости, у них есть разборы, подкасты, телеграм-каналы, имейл-рассылки и много чего еще. Мы «Медузу» сами регулярно читаем, берем на обсуждение их материалы иногда. «Медуза» — это целая институция, а ее глава, Галина Тимченко, это одно из важнейших лиц российского медиарынка вообще. Причем Галина — это такой человек, который не прогнулся. Она не пошла ни на какие компромиссы, ни на каком этапе не стала соблюдать никакие красные линии. Когда в 2014 году свободу ленты стали ограничивать, Галина не поддалась, была уволена оттуда и тогда открыла «Медузу». И с тех пор редакция и работает, соблюдая свои принципы до сих пор. Поэтому просим вас поддержать «Медузу». Сейчас издание регулярно поддерживает около 10 тысяч человек, но нужно увеличить это число хотя бы до 15 тысяч, чтобы «Медуза» могла сохранить хотя бы минимальный штат и продолжать работу. Ссылку, куда можно отправить пожертвования, я оставлю в описании. Напомню, жертвовать безопасно только если вы не живете и не бываете в России. Число людей, моих зрителей, которые могут это делать, не такое большое. Поэтому если вы такой, то очень прошу вас поддержать. Если вы готовы сделать очень крупное пожертвование или подписаться на крупную ежемесячную сумму, или как-то еще готовы масштабно поддержать «Медузу», напишите на почту редакции. Она в описании к ролику. И с вами свяжутся из издания. Подобная помощь сейчас особенно нужна. Продолжаем. Мы говорили о том, как председатель Си торжественно предложил построить на основе ШОС некую новую систему глобального управления, и Путин эту песенку радостно подхватил. Путину приятна мысль, что ШОС может стать глобальным центром борьбы с диктатом некоторых стран в международных делах. Конкретики, правда, как именно эта борьба будет выглядеть, 0. Зато звучит красиво. Инициатива глобального управления будет направлена на позитив между разными странами. Но надо понимать, вся эта история под названием «Саммит ШОС» прежде всего про картинку, про демонстрацию Китаем себя как альтернативного центра силы. Что особенно выигрышно смотрится на фоне хаотичных телодвижений Трампа,
который сегодня торговые войны развязывает и гигантские пошлины вводит, ультиматумы ставит, а завтра рвется конфликты урегулировать и Нобелевскую премию мира получать. Про войну в Украине на саммите говорили мало. Путин делился с коллегами впечатлениями от встречи с Трампом на Аляске и привычно излагал свою версию происходящего. Мол, кризис возник не потому, что Россия напала на Украину, а из-за госпереворота в Киеве, якобы организованного Западом. Все как всегда. Виноваты англосаксы, злобная НАТО и их коварные планы втянуть Украину в альянс. В данном случае не слишком важно, что именно говорил Путин. Важно, где и как. Он это вещал не своей медиа-обслуге, не чиновникам в Кремле, независимым от него лидерам постсоветских стран. Он выступал на международном форуме, который не просто называется международным, как Питерский экономический, например, а действительно международный. Он все это говорил лидерам Китая и Индии, стран, на долю которых в сумме приходится чуть меньше четверти мирового ВВП. Правы ли те, кто говорят, что этот саммит – символ того, что Путин теперь даже и близко не в изоляции? Конечно, правы. Он действительно теперь в кругу единомышленников. Для многих он станет живым примером, что можно вести войну в стиле Первой мировой, и тебе за это ничего не будет. Для Путина такого рода встречи лишний раз подтверждают: внешняя агрессия теперь остается безнаказанной. И не только для Путина. Позавчера мы разбирали выкладки Financial Times о планах и перспективах Путина относительно стран Балтии. В тех выкладках даны адекватные фактические оценки, но без учета того, что Путин 25-го года – это совсем не Путин 14-го. Путин 14-го года жил в мире, где границы в принципе не двигают. Почему не двигают? Потому что так принято правилами, заданными западным миром. Миром, скажем честно, однополярным, в котором стандарты задавали Соединенные Штаты Америки. Стандарты не бог весть какие. Просто общие представления даже не о том, что правильно, а о том, за что тебе дадут по носу. Но сейчас оказалось, что если ты достаточно отмороженный, то по носу тебе не дадут. В мире, где работает право сильного, не нужно делать вид, что ты соблюдаешь приличия. Достаточно того, что у тебя просто есть силы сделать то, чего ты хочешь. Мир этот, безусловно, комфортен для Путина. Ведь он считает себя сильным. В том смысле, что готов угрохать сколь угодно ресурсов на свои военные фантазии. И вроде как, никто не может ему противостоять. Чем этот мир плох для остального человечества, тоже очевидно. Когда те, кто считают себя сильными, решат выяснить, кто здесь силен по-настоящему, начнется война всех со всеми. Будет большое смертоубийство. Можем ли мы тогда согласиться с аналитиками, которые пишут, будто саммит этот что-то для Путина меняет? Не можем, потому что для самого Путина он не меняет ничего. Саммит лишь утверждает его в уверенности, что ему все сойдет с рук. Что нужно давить дальше, воевать дальше, до тех пор, пока не получится подчинить себе тот регион, который он уже записал своим. Мы не согласны с теми, кто говорит: перед нами, дескать, встреча союзников. Си Цзиньпиню и Моди глубоко плевать, что на Киев, что на Таллин, что на Вильнюс, что на Ригу. Они не помогают и не будут помогать Путину их захватить. Присутствовавший на встрече Ким Чен Ын помочь может, но только живой силой и некоторым оружием. Это встреча единомышленников, людей, которые смотрят на мир и его устройство примерно одинаково. И мы бы могли позволить себе относиться к этому легкомысленно. Дескать, крупнейшая экономика и военная сила в мире в лице США все еще защищает прежние правила, а интернационал автократов против нее не слишком властен. Но, к большому сожалению, мы знаем, на другом полюсе от этих единомышленников сейчас находится глубоко дисфункциональное правительство, которое только и ищет повода, чтобы кинуть всех своих партнеров. Поэтому никакого легкомысленного отношения к встрече в Тяньцзине быть не может. Это встреча людей, которые не просто могут развязывать большие войны. Это встреча людей, которые знают, можно развязать большую войну, и ничего им за это не будет. До завтра.